знаю, арифметики, алгебры и так далее, понимаете. Мы уже с вами на эту тему говорили. Да, Не сводится ни к медицинской книге, ни к математической книге, ни к, скажем так, этической книге. Она комплекс знаний, которым каждый человек может найти в свое и с удовольствием заниматься. Да, совершенно верно. Ну и вот это самое... тоже вот, как это называется, наследственный закон, да? Да, у вас есть по исчислению? Нет, у меня это самое, я сейчас не помню, но не сейчас, так сказать, я год 4 назад, по-видимому, я не поленился, просто честно сложил, понимаете? Да. Значит, просто взял калькулятор и честно, аккуратнейше, причем первая сумма дала мне неправильный, так сказать, результат, и я опешил. Понимаете? И я опешил, но потом там есть какие-то, так сказать, замечания, что кого-то не учитываем, потому что. Тогда все стало на место. Гершома, да. Да, вот это тоже для меня было совершенно изумительно. Ну, представляете, моя растерянность, когда я сижу с калькулятором, так вот, проходя по этим, складываю, и вдруг вижу не ту цифру. То есть, знаете, я окаменел, так думаю, такого быть не может, и начал уже очень внимательно читать. И там вот, когда вот эти исключения просчитать, все сходится, так сказать. Да. Там комментаторы обращают внимание на то, что число людей уменьшилось. По сравнению с предыдущей переписью. И это очень удивительно, потому что кочевые племена рожают детей в кочевых условиях, то есть не надо останавливаться какое-то время жить, чтобы умножиться. Кочевые племена также плодятся, как и оседлые, поэтому во время пути, во время путешествия, по идее, должен был быть приплод, то есть должно быть какое-то увеличение. Мы с такой скоростью рожали в Египте, что достигли такого огромного количества людей за несколько сот лет, что странно, что это вдруг прекратилось, потому что вместо одного умершего по законам природы и тем более по законам Торы пру и рву, то есть плодитесь и размножайтесь, по идее, вот нам с вами предписано иметь 4 детей, я имею в виду, каждая семья должна иметь, тогда оба родителя выполняют заповедь пру и рву, то есть они удвоились. А если у нас 3 детей, то, значит, один кто-то не успел. Поэтому, тем более для древних евреев, это был приказ, мицва. Мало того, Тора, данная на горе Синай, включает в себе Брешит. Она должна была включать в себя тогда Брешит, если они все слышали, что дается. Это не только законы. И они эту заповедь, мицву, должны были получить. Странно, что не увеличилось, потому что количество должно было восполняться. Извините, у меня здесь есть свое, так сказать, толкование этого дела. Вот. Значит, и знаете, оно с чем связано? Ведь это случилось сразу после вот этого эпизода, когда 24 тысячи погибло. Да. Если мы 24 тысячи к этим 600 прибавим, то уже не увеличилось, так сказать, в смысле не уменьшилось, а увеличилось. Но увеличилось, правда, не сильно намного, да, это тоже надо признать. Ну да. Ну, там же еще совсем недавно был Корах, и еще 14 тысяч. Да, кстати, да, я об этом думал, забыл, совершенно точно, да. Еще 14 тысяч. Да. То есть прибавь почти 100. А здесь разница составляла там пару тысяч, там 1900 человек. Да, 1920 человек. Да. 1920 человек. Значит, если вот эти 40 бы не погибли в ближайшее время, то да, тогда было бы больше, конечно. Да. Это одна история. Второе, что замечают комментаторы, что если сравнить вот поколенно, то часть колен увеличилась, а часть стала меньше. И меньше стало как раз колено Шимона, из которого Зимри.
из которого это человек, который Ну да, который... Пинхас убил. Да. Именно этого колена, и у Шимона такой провал, огромный провал в численности, именно как грешников. То есть из этих 24 тысяч мы можем предположить, что Шимон потерял больше всего. И мало того, у нас с Шимоном вообще небольшая проблема таки есть. У Шимона, как и у левитов, нет территорий потом в конце при дележе. Вот-вот уже скоро будет дележ. Закончится книга Дворим, песнь Моше, и начнется книга Йошуа бен Нуна. И по приказу же Моше Шимон получает 50 с чем-то, сейчас не помню точно, городов на территории Иуды. Он безземельный. Он безземельный. То есть такое ощущение, что вот колено Шимона наказывается первый раз за то, что убили, возможно, Шимон и Леви убили, вырезали город, может быть, Шимон был, он второй сын, был инициатором, второй раз вот здесь, это не первый раз, возможно, оно правда. То ли это объяснение, почему он так наказан, то ли это причина, почему он вот такой образом. Ну, хорошо, это по поводу здесь может быть еще одна гипотеза, которая, так сказать, вот как раз вы сейчас сказали, что вот в той предыдущей истории, вот когда они, помните, вырезали город весь, так сказать, да, вот этот, я опять возвращаюсь к этому, я не знаю, я не могу слова аналога придумать, партизанщина, так сказать, вот могло так быть, что эти люди были, ну, как бы сказать, такая, вы знаете, казацкая вольница. Ну, найдите слово, не знаю. Понимаете, да? И почему тогда вот дали, так сказать, да, типа, что хочу, то и делаю, так сказать, и почему им дали на землях Иуды дали эту землю, в смысле города? Ну, просто под присмотром, чтобы быть. Ну, да, более разумного брата. Младшего, но более разумного Да, брата. более разумного, да. Ну да, может быть и так. Но удивительное дело, оба сына, которые участвовали в этой резне, не получают землю. Да. Хорошо, это вот мы чуть-чуточку